супергрупп в истории современной рок-музыки насчитывается великое множество. А когда-то это было редкостью, и союз великих музыкантов воспринимался с огромным интересом. В 1981 году, когда, казалось бы, время прогрессивного рока безвозвратно ушло, в Великобритании появилась группа «Азия», состоявшая из Джона Уэттона, Стива Хоу, Джеффа Даунса и Карла Палмера. О каждом из вышеперечисленных музыкантов можно было бы писать книги, поэтому их совместное появление на большой сцене вызвало настоящий фурор. Год 81. Вскоре после выхода очень нетипичного и не слишком успешного альбома «Драма» о приостановке своей деятельности объявила группа Yes. Состав, в котором записывался этот альбом, оказался очень уж странным. Дело в том, что годом ранее, в марте 80-го, из группы ушли сразу два ее участника – Джон Андерсон и Рик Уэйкман. Yes остался без вокала и клавишных. А тем временем молодая New Wave команда The Buggles в составе вокалиста Тревора Хорна и клавишника Джеффри Даунса только что выстрелила своим хитом. Так вышло, что за дела и Buggles, и Yes отвечал один и тот же менеджер – Брайан Лейн. Его идея свести их вместе была, конечно, максимально дикой, поскольку эти группы вообще с разных концов музыкальной планеты. Однако у этих двух коллективов, на удивление, оказались точки соприкосновения. Во-первых, и Хорн, и Даунс знали музыкантов Yes и уважали их авторитет. Во-вторых, у самих Buggles была готовая песня в более расширенном прогрессивном стиле, которая не вписывалась ни в формат Buggles, ни в формат New Wave вообще. Но это отдельная история. Важно то, что в-третьих, Yes не хватало именно таких музыкантов, а Хорн к тому же обладал фальцетом, вполне походящим на голос Андерсона. Пазл сошелся. Правда, всего на один альбом. «Драма» — это, в общем, неплохой релиз, но он получился настолько неесовским, что так и не смог удержать группу от распада. Таким образом, в 1981 году освободился и Тревор Хорн, который после этого стал чистым продюсером и продвиженцем New Wave и синт-поп хитов. Но при этом он и с Yes связал себя на долгие годы, став продюсером нескольких их альбомов. Освободились и Джеффри Даунс, и Стив Хоу. В это же время фактически закончилась история группы Эмерсон, Лейк и Палмер. Так что заскучал еще и один из величайших ударников 20 века Карл Палмер. Объединил этих людей Джон Уэттон, басист еще одной прогрессив-группы King Crimson, составивший там с ударником Биллом Бруфордом один из самых крутых в истории эталонов ритм-секции. После первого распада фриповского творения в 1974 году Джон все искал, куда бы приложить свою энергию, и в 1977 году он, снова прихватив Бруфорда, наконец осмелился основать свою группу UK, которая полностью перешла в мейнстрим и начала играть музыку для 40-летних детей Вудстока. Энтузиазма Уэттона хватило на 2 альбома, после чего группа распалась, а Джон продолжил искать себя в различных коллаборациях, пока
наконец он не зацепился за Стива Хау. Начав писать музыку вместе, они пришли к тому, что пора расширять состав и давать своим наработкам выход в свет. Джон, естественно, подтащил Карла Палмера, а Стив – бывшего коллегу по драма Джеффри Даунса, который хоть и не был клавишным виртуозом, но умел построить современный электронный звук. Так появился один из самых замысловатых рок-проектов 20 века – группа «Азия». Еще до того, как эта мега-коалиция записала в студии первую свою ноту, весь мир уже только и гудел о новой группе. Азия действительно была создана как супергруппа, потому что каждое имя этой четверки последние 10 лет вызывало у прогрессивного мира неконтролируемый поток благоговейных вздохов. Это ж каких музыкальных высот они достигнут, объединившись, так что еще не написанный альбом разошелся предзаказом какими-то немыслимыми миллионными количествами. И уже бойко шла продажа билетов на концерты будущего мирового тура. Но вот альбом вышел, и оголтелые покупатели, жадно порвавшие тираж на клочки, испытали новое для себя и музыкального мира ощущение. Так вот, вроде и качественная музыка, и вроде даже обложка самого Роджера Дина. Поливаться вроде не из-за чего. Даже ничего плохого сказать нельзя. Песня-гимн, ее даже Эрик Картман исполнял в Южном парке. Знаковая песня. Но откуда это странное глубокое чувство, что тебя торжественно, аккуратно и качественно обманули? Лично я этот альбом впервые услышал через 30 лет после его выхода в 2012 году и все равно был разочарован. Именно потому, что сначала я увидел имена в составе, увидел крутейшую обложку и ожидал, что получу продолжение Yes, пусть даже и образца 83-го года. А получил продолжение UK. Плотный, качественный, но уже трижды жеванный коммерческий рок. Азия, судя по первому альбому, должна была стать группой-однодневкой, но она быстро выпустила второй альбом, который по инерции также был расхватан, хотя в нем не было ничего нового. Этот альбом уже продавался не так хорошо. А поскольку группа исходно была заточена на коммерческую прибыль, сей финансовый факт оказался важным для ее судьбы. Дошло до того, что из группы уволили ее основателя Джона Уэттона. Вместо него петь на сцене пригласили Грега Лейка из Эмерсон, Лейк энд Палмер, который, однако, очень быстро разочаровался в материале группы и ушел из нее сам. В итоге в группу вернули Уэттона, но тот поставил условие, что из нее должен уйти Стив Хау. Видимо, он, как главный педант, и был источником критики Уэттона. После этого наше трио с менее известным и более прямолинейным приглашенным гитаристом записало третий альбом, который уже объективно оказался настолько плох, что группа вскоре развалилась. Попытки снова собрать группу возобновились в 1989 году,
силами Уэттона и Палмера. Вскоре к ним присоединился и Джефф Даунс, и очередной левый гитарист. Получился недосборник, недоальбом, после которого Уэттон покинул группу уже всерьез. Вообще история группы «Азия» принято делить на несколько этапов. До 1986 года оригинальная «Азия» с Хау, Уэттоном и Палмером, с 1991 по 2006 пейновская эра, с 6 по 13 возрождение оригинальной «Азии» и с 17 по сути доживание после окончательного ухода из группы Стива Хау и смерти Джона Уэттона. Это, конечно, сильное упрощение, потому что Азия, по сути, это большой котел, где в разное время варился совсем разный набор музыкантов. Все это время только Джеффри Даунс был ее бессменным участником. Остальные участники, имя им Легион, включая Хау, иногда заходили в нее погостить. Но так же, как и в случае с Yes, Азия всегда была узнаваемой, какой бы салат в ней ни играл. Пейновская эра была результатом влияния вокалиста Джона Пейна, чей творческий дуэт с Даунсом оказался способным возродить Азия из пепла в 1991 году и определил стиль группы в 90-е. Первый альбом обновленной группы я так и не смог дослушать до конца, несмотря на довольно тонкую работу ненадолго вернувшегося Стива Хау. Первые же две вещи этого альбома вскрывают дикий диссонанс, но не сочетается акустическая гитара Хау с надрывными воплями Пейна. Они могут существовать только раздельно. А к Пейну полагается другой, более грубый звук электрогитары, который здесь принадлежит Элу Петрелли, гитаристу Megadeth и Элиса Купера, а тексты в основном Джеффри Даунсу. Ну и кому в такой группе нужен был Стив Хау? Кто-то тут должен был уйти, или Пейн, или Хау. Ушел Хау, и как Уэттон, надолго. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Следующие два альбома остатков группы я пропущу. От дуэта Даунс Пейн мало кто ожидал прорыва, и народ, который они позвали на запись, был уже совсем не первой линии. Это альбомы, на мой взгляд, скучные и вторичные. Зато Пейн в них рос как вокалист. Исходно отторгая его, я начал слышать в нем очень стоящий подход к делу. Это очень профессиональный голос, выдающий ровно столько эмоций, сколько требуется в данный момент. Пейн поставил свой голос под жесткий контроль, и поэтому ему наверняка не грозит проблема переработки, с которой сталкиваются многие вокалисты, дающий под 100 концертов в год. Кроме того, именно после альбома «Арена» группа решила хоть немного и постепенно, но вернуться к прогрессив-року, а не только штамповать коммерческие диски. Так получился мой любимый альбом группы.
Помимо превосходного музыкального материала, этот альбом отметился рекордным количеством приглашенных музыкантов. Одних гитаристов там поучаствовало 5, включая опять же Стива Хау. В большинстве из остальных треков за гитарами рулил включенный в постоянный состав группы Гатри Гован. Опять же, для меня большая радость под это дело показывать картины Роджера Дина. Он и для Азии сделал почти все обложки. Вот уж настоящий член семьи группы Yes. Но вернемся к вокалу. Думаю, дело в том, что иступленные оры Пейна здесь именно попали в материал альбома «Аура», насыщенный религиозным подтекстом. Так что Пейн мне показался убедительным именно как вокалист-проповедник. Яркий пример – песня «Awake». На первый взгляд это довольно странная мантра. Музыка механическая с грубо склеенным сэмпловым звучанием. Хоры утрированно католические, аллилуйя подобные. Тексты взяты с претензией на духовность из Румбаят Амара Хаяма, а при этом это одна из моих самых любимых песен. А сейчас я хочу поставить вещь со следующего после «Аура» альбома, до которого просто докатилось то состояние осознанного взгляда в небо, которое электризовывало, пронизывало «Аура» и весь первый год нового тысячелетия. Вот такой рок мне по душе, без лишнего давления на значимость, без псевдоэмоциональных закатываний глаз и стенаний. Очень честная вещь. Я когда слышу такое, всегда думаю о безусловной пользе зрелости. Это когда человек уже давно никому ничего не собирается доказывать, а просто делает то, что считает нужным, храня в себе одновременно и мудрость, и мальчишество. Так оно и продолжилось. В 2006-м Даунс задумал воссоединение классического состава Азия. Джону Пейну, отработавшему в группе 15 лет, разрешили забрать Гатри Гована и продолжить концертную деятельность под именем Азия Featuring Джон Пейн. Ну, а восстановленный оригинальный состав сначала съездил в тур, снова притерся друг к другу, после чего помпезно объявил о возрождении группы, разродившись, как и в 1982 году, пафосным альбомом «Феникс». И что? Опять наступив на те же грабли, альбом вышел на удивление слабым и невыразительным, обратно пропорционально тем ожиданиям, которые на него возлагались. А вот потом все стало на свои места. Группа вновь перестала жить ожиданиями и стала просто писать музыку и выпускать альбомы без пафоса и помпы. И знаете, некоторые песни из альбомов 10 и 12 годов я даже не просто назову достойными для прослушивания, они просто замечательные и ничем не уступают материалу их лучших альбомов.
Что касается последнего альбома 2014 года, то он вновь записывался без Хау. И если у вечно молодого вездесущего Джеффри Даунса хватало энергии работать на две группы, я напоминаю, помимо Азии, он стал постоянным членом ЕС с 2011 года, то у 66-летнего Стива этих сил уже было не так много. И он ушел из Азии, чтобы полностью посвятить себя главному своему дому, группе ЕС. Так вот, без него троица Уэттон, Даунс, Палмер, найдя через YouTube нового мальчика-гитариста, когда он родился, Азия уже 5 лет как гремела по всему миру, предприняла последнюю отчаянную попытку вновь приблизить группу Азия к прогрессив-року. Альбом вновь получился вторичным, но он точно был не хуже, чем последний вышедший на тот момент альбом таких же сыпящих песок есовцев. Да и по большому счету какая-то принципиальная разница между этими двумя группами к тому времени окончательно стерлась. В конце концов, Азия и ЕС как были одним общим музыкальным домом, так и остались. Так что самое главное здесь то, что группа Азия, которая задумывалась как лайт-версия ЕС, в итоге народ окончательно принял как самостоятельную рок-легенду. Принял ее такой, какая она есть. Первые два альбома этой группы были надувательством. Они обманули ожидания фанатов прога, но принесли музыкантам кучу бабла. И в итоге люди просто возрадовались тому, что видят Хау, Уэттона и Палмера на одной сцене. Но эта группа, при всей своей коммерческой сути, в итоге выдержала испытание времени, потому что всегда хотя бы старалась писать достойную музыку и радовать как старых слушателей, уставших от 20-минутных эпиков, так и завоевать новые поколения спокойным, достойным роком. И она делала это 35 лет, писала песни и играла на сцене, до самой смерти Джона Уэттона в 2017 году. И продолжает делать это по сей день уже без него. И всем хорошо.